Привет! Сегодня на обзоре полноразмерные наушники от бренда Motorola, моделька 2021 года Moto XT500+. И доступна она в двух цветах – черный и белый. У меня на обзоре белый. И наши постоянные зрители, вы знаете, что это не первый обзор на наушники Motorola. Были еще другие модели, смотрите здесь плейлист в подсказках. Полноразмерные наушники Motorola запакованы хорошо, в солидную упаковку. С обратной стороны располагается мини-конверт, в котором находится гарантийный талон и информация о том, как связаться с службой поддержки. В комплекте помимо самих наушников мы получаем кабель для подключения к какому-то устройству, то есть их можно превратить в проводные наушники, и кабель для зарядки USB Type-C. По внешнему виду и качеству сборки они выглядят очень солидно. Приятный на ощупь пластик и мягкие амбушюры, покрытые кожзамом. Их вес составляет 193 грамма. Они имеют складную конструкцию для удобства транспортировки или же хранения. Механизм изгиба надежный, выполнен из металла. Поролон у изголовья на обруче очень мягкий. Благодаря регулировке можно подобрать нужный размер даже на большой объем головы. К сожалению, из-за военных действий я не успел доснять материал, как они сидят у меня на голове, но я ими пользовался некоторое время, и мне очень было комфортно носить их, чтобы послушать музыку или посмотреть фильм. С внутренней стороны указано, где правая сторона, а где левая. Да и это легко визуально определить, так как с правой стороны находятся элементы управления и все разъемы. Вход для подключения кабеля для того, чтобы использовать как проводные наушники, гнездо для зарядки, индикатор уведомлений и отверстие одного микрофона. Он здесь один. И под правую руку 3 кнопки. С одной стороны это удобное решение, но с другой стороны как-то шумновато все получается. Когда нажимаете, это прям отчетливо слышно. Чтобы их включить, необходимо нажать и удерживать кнопку Play. Она находится сверху. После этого начинает мигать индикатор. Наушники готовы к подключению. Запускаем смартфон, включаем Bluetooth и подключаемся к наушникам. Подключение происходит мгновенно. Кодек AAC не поддерживает, только SBC. Но не переживайте, качество звука великолепное. По одиночному нажатию происходит увеличение или уменьшение громкости. А если нажать и удерживать, то переключение трека. Как по мне, это не совсем удобно. Мы же чаще используем переключение треков. Например, лично я. Нажал и переключился трек. А здесь по короткому нажатию идет увеличение громкости, а по удержанию переключение треков. Если просто нажать на кнопку play или паузу, то ставится пауза. Если же дважды быстро щелкнуть по кнопке play, набирается последний набранный телефонный номер. Еще одна особенность: во время разговора, если нажать и удерживать кнопку уменьшения громкости, то переключение происходит с гарнитуры на внутренний динамик вашего смартфона. Правда, эта функция работает не на всех моделях. У меня на Xiaomi не работала, а на модели Oukitel работает. Чтобы вы смогли оценить качество звука, я установлю петличный микрофон прямо внутрь наушников. Maximum volume. Maximum volume. Звук богатый, с басами и высокими, и средними. В общем, все как вы любите. Ну и теперь проведем тест на автономность. В реальном времени я буду запускать и воспроизводить все, что происходит, чтобы вы видели процентное соотношение и сколько продержалась гарнитура в режиме музыки. Поехали. 100% заряда, максимальная громкость устанавливается и запускаем YouTube Music. Время 11:14. Прошло чуть больше 3 часов, а у нас заряд колеблется между 90 и 80%. На моих глазах меняется вот так вот. Это такое впервые я вижу. Но тестируем дальше. Я не знаю, что происходит, но прошло 5 часов, но по-прежнему отображается 80%. Буду наблюдать и буду держать вас, конечно же, в курсе. Ребята, я не знаю, что происходит. Прошло 12 часов и 6 минут. 50% заряда. Вы слышите звуки, доносящиеся от музыки. Я их вынес, эти наушники, в отдельную комнату, и здесь очень громко они продолжают издавать звуки. Я уже буду ложиться отдыхать. Ставим на паузу. Я их отключаю прямо сейчас, и завтра продолжим тесты. Ну что ж, тест запущен. Сейчас у нас 9:58. Предыдущий тест было 12 часов. 50% так и показывает. Максимальная громкость
Так, ставим и запускаем YouTube Music. Продолжаем тесты. 12:19 и 10% заряда. Я слышу, что уже говорит low battery, батарея разряжена. Это значит, что они вот-вот отключатся. Ну, будем считать этот тест законченным, потому что если уже появилось интенсивное оповещение, то это уже, во-первых, некомфортно, а во-вторых, они спустя несколько минут отключаются. Всего проиграли они 14 часов 22 минуты. Это прекрасные показатели для одного заряда наушников. Причем на максимальной громкости, учтите. На официальном сайте Motorola заявлено, что в режиме музыки они будут играть 15 часов. Значит, все верно. Но на сайте Розетка сказано, что будут работать 25 часов. Но давайте теперь мы проверим, установим звук на 50-60%. Так как, честно говоря, на 100% громкости просто невозможно слушать. Можно просто оглохнуть. Время 13:24, 100% заряда. Поехали. Невероятные показатели. Прошло 24 часа и 4 минуты, ребята. 50% заряда еще остается. Сейчас я вам покажу, сколько громкость. Вот такая вот громкость все время стоит. Сколько еще они проработают, я не знаю. Но я обязательно это выясню и дальше вам сейчас сообщу. Еще 4 часа они проработали, и вот уже 10%. И мне сообщает гарнитура о том, что наушники вот-вот отключатся, то есть low battery. Поэтому я вам точно скажу, сколько они проиграли. Но уже сутки и 4 часа работают. Спустя пару минут они отключились. То есть я успел записать на 10% тот финал. И они проработали 24 часа. Плюс 4, которые мы сейчас озвучили. Это 28 часов и еще 14 минут. 28 часов 14 минут. Великолепные показатели для гарнитуры. Правда, они слегка не совсем точно показывают отметку заряда процентов. То есть спустя сутки они показывали 50% еще заряда, а потом спустя 4 часа резко эти 50% ушли в ноль. Ну, тем не менее, показываю все как есть. По автономности они очень хороши. Также для обзора я не успел снять специально тест качества звучания микрофона, но я его тестировал, ребята, и он очень хороший. Меня приятно удивило, насколько он чистый, даже когда вокруг довольно шумно. Ваш голос собеседник будет слышать очень хорошо. Я забыл упомянуть о том, что у этой гарнитуры версия Bluetooth 5.0, шумоподавление в этих наушниках отсутствует, и что самое интересное, это то, что они имеют гарантию 2 года в Украине. Официальная продукция в Украине от бренда Motorola. Их цена на сайте Розетка составляет 2000 гривен без 1 гривны или $54 в среднем. Ссылку я оставляю в описании под видео, можете посмотреть. Если найду ссылку на сайт AliExpress, тоже оставлю. Ну а я со своей стороны могу лишь сказать, что они достойны вашего внимания, ну а решать вам, и буду рад узнать, что вы думаете об этой гарнитуре. Всем спасибо, ставьте лайк за труды, до встречи в новых видеообзорах.